Это самый высокий небоскреб в Европе. Ну и, конечно же, я не мог не забраться на самый верх, на смотровую площадку. Так вот, я отправился на самый верх небоскреба Лахта-центр в Санкт-Петербурге, который не так давно стал доступен для посещения. Но так как все здание это офисы компании «Газпром», то просто так сюда не попасть, а зайти можно только в сопровождении сотрудника или с экскурсией. Купить билеты достаточно трудно, так как они сразу заканчиваются, но если зайти на сайт Лахта-центра ровно в 12 часов дня, то вы сможете успеть забронировать себе такую экскурсию, где вас не только проведут внутрь небоскреба, но и расскажут про историю, архитектуру и как строили Лахта-центр, а также какие технологии применяли. Но самое интересное это, конечно же, смотровая площадка, которая находится на самом верху. Ну, может быть, не совсем на самом, так как выше есть технические этажи, в которых находятся коммуникации и оборудование для обслуживания небоскреба, так что там не особо чего и посмотришь. И если высота Лахты 462 метра, то смотровая площадка находится на высоте 365. Я очень люблю бывать в таких местах, но обычно делал это в далеких городах, в путешествиях, но теперь у меня есть возможность посмотреть и на свой родной город. Причем напомню, что это самый высокий небоскреб на всей территории Европы, и отсюда открывается изумительный вид на Санкт-Петербург. Но при выборе даты и времени обязательно нужно проверять погоду, потому что Петербург в этом плане очень разнообразный, и вы сюда можете попасть в дождливый день и попросту ничего не увидеть, так как небо будет затянуто облаками, а Лахта-центр зачастую находится выше облаков. Смотровая площадка располагается сразу на двух этажах, между которыми ездят очень футуристические панорамные лифты. На втором этаже подойти прямо к стеклам в большинстве случаев не получится, но зато тут находится одно из самых высоких отделений Почты России, ну точнее отделение, находящееся на большой высоте, и отсюда можно отправить одну открытку, отправка которой уже включена в стоимость билета сюда, причем отправить можно не только по России. Пока вы тут находитесь, вам расскажут много чего интересного, а ходить вы тут будете чуть более 1 часа, так что будет очень интересно. Вообще и вокруг небоскреба тоже атмосферно, и хоть пространство тут не очень большое по площади, но все равно создается ощущение, что ты не просто в городе, а в современном деловом центре. Причем архитектура специально проектировалась под стиль Петербурга, так что я бы очень рекомендовал походить тут. Да, к сожалению, не все здания еще открыты, но все случится вот-вот, уже в этом году, так что тут будет очень здорово. Да, вокруг кое-где еще идет стройка, так как рядом будут еще 2 небоскреба, которые получатся еще выше, чем Лахта, но пока их можно увидеть только на макете, который находится на 3-м этаже небоскреба. Ну и еще один интересный факт: на верхушке Лахта-центра установлен ангел с крестом, примерно так же, как на Петропавловской крепости, так что все сделано в традициях Петербурга.